Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 8 марта, пятница, прекрасный, теплый, у нас солнечный день. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить всех зрительниц моего канала с 8 марта, этим теплым, светлым праздником. Он особенно светлый и теплый, потому что все остальные дни, как мы знаем, к сожалению, это дни мужчины. Эта шутка была немножко такая циничная, грубая мужская шутка, которая часто высказывают именно 8 марта представители другого пола. Я хочу пожелать всем моим зрительницам оставаться такими же, как и красивыми, умными, сильными, какие мы есть сейчас. Пожелать, чтобы все невзгоды, все неприятности, все черные полосы вашей жизни миновали как можно скорее, потому что вы заслуживаете самого большого счастья. Я вам желаю, чтобы оно наступило. Если оно есть, пусть оно никогда вас не покидает. Если сейчас у вас серая или черная полоса, чтобы она прошла как можно быстрее. Вы заслуживаете быть самыми счастливыми в этом мире. И чем больше тягот в вашей жизни, я имею в виду прежде всего зрительниц из Украины, чем больше невзгод и тягот в вашей жизни, сейчас несчастья, к сожалению, тем больше вы заслуживаете вознаграждения. Пусть счастье к вам придет во много крат больше, чем у вас когда-то было раньше. Я бы каждую из вас осыпал бы цветами, потому что вы самая красивая в мире. Но не имея такой возможности, хочу чисто символически предложить вам этот цветок. Это цветок от меня, каждой из зрительниц моего канала. Спасибо, что вы появляетесь на нем. Спасибо, что слушаете. Я так надеюсь, что это будет продолжаться и в дальнейшем. Сегодня я приготовил, по возможности, недлинный выпуск новостей. Постараюсь сделать его легким, непринужденным, чтобы он как-то так вписался в праздничную атмосферу. Хотя уверен, что не у каждой из вас она действительно праздничная. Возможно, кому-то враг коварен и подл, поэтому я не исключаю, что в этот день, вечер, может быть, ночь, враг попытается в силу своей подлости испортить ваш праздник, но тем не менее. Так вот, я попытаюсь как-то так скрасить этот день, вечер для вас, немножко отвлечь ваше внимание, настроить на позитивный лад. Так приступим. Поступило сообщение из Великобритании. Вчера вечером Украина объявила о назначении Валерия Залужного послом при Сент-Джеймском дворе. Почему Сент-Джеймский, а не Букингемский? Потому что именно Сент-Джеймс дворец является официальной резиденцией британских королей примерно с 1600 какого-то там года. И посол в Великобритании любой страны является послом именно при дворе Сент-Джеймс. Пишут, и, видимо, это цитирует премьер-министра Великобритании. Это радостная новость, и я лично с нетерпением жду его, то есть господина Залужного. Ведь очень приятно осознавать, что такой опытный и знающий человек будет тесно сотрудничать с теми, кто хочет помочь Украине. Когда прочитал я этот маленький абзац, и сердцу кровью, правда, обливается. То есть иностранцы, большие друзья Украины, коими являются британцы, они рады видеть такого опытного и знающего человека у себя. И тесно сотрудничать с ним. Потому что они хотят помочь Украине, и они понимают, что с этим человеком эта помощь будет более эффективной, более лучшей. И тоже вспоминается такая известная поговорка, идущая из Библии. Нет пророка в своем отечестве. Начинается с тех пор, когда Иисус впервые пришел в местную синагогу, и чтобы выступить со своей проповедью. Это была первая, так сказать, его проповедь, где он наговорил
столько откровений, что присутствующие изумились, настолько они были новые, не подготовлены к этому. Ну и в результате его фактически оттуда изгнали, и вот оттуда и пошло это высказывание: «Нет пророка в своем отечестве». Но вот такие пророки, которые не находили, очень часто потом оказывались, вот как это говорится в Библии. Я, конечно, никоим образом не сравниваю Валерия Залужного, но вот эта мысль: опытный и знающий человек, очень приятно осознавать, что он будет нам помогать, будет помогать тем, кто хочет помочь Украине. А вот тем, кто сейчас руководит в Украине, такие люди не нужны. И обычно вот такие режимы, которым такие люди не нужны, они плохо заканчиваются. Они могут продлить свою агонию, убирая туда, сюда, но неумолимая правда жизни, она все-таки приведет дело к логическому концу. Естественно, я хочу вам рассказать по поводу вчерашнего выступления, обращения президента Байдена к нации, потому что Украина в неожиданном ракурсе стала главной темой этого выступления. Вообще, чтобы вы понимали, то есть в Украине, наверное, есть такая форма, да, каждый год президент обращается к нации о положении дел. И на этот раз Байден начал ее, прямо драматически. Начал словами, что в январе 1941 года президент Рузвельт в этом помещении обратился к вам, обратился к Америке. Ну и вы помните, что это было. Это было уже полыхала Вторая мировая война в Азии, в Европе, но Соединенные Штаты еще в нее не были втянуты напрямую. И Рузвельт искал возможности, то есть Конгресс, особенно Сенат, были ни в какую. Там засели изоляционисты, никоим образом не хотели помогать Великобритании. Ну, о Советском Союзе тогда еще речи не шло. Он тоже, Советский Союз тогда еще не был врагом, он был союзником Германии. Так вот, значит, начал об этом. Он сказал, что мы сейчас переживаем такую же, а может быть и худшую историю. Вы представляете? То есть он сравнил нынешнее положение в мире, положение США, с кануном для Америки участия во Второй мировой войне. Но, по словам президента, ситуация еще хуже, потому что есть внутренний кризис, вернее, он не назвал его кризис, он назвал опасности для демократии и свободы Америки. Это внутренняя опасность и есть внешняя. Внутренняя, он сказал, она сейчас более острая, чем когда-либо была со времен гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Представляете, какая нота, какая патетика. Никогда. Ну, он не называл конкретно детали этого, но всем было понятно, что речь идет фактически о расколе страны. Потом он говорил, что, понятно, кто с его точки зрения раскалывает эту страну. Короче говоря, угроза свободы и демократии со стороны авторитаризма. То есть никогда в Соединенных Штатах Америки фактически не было угрозы наступления авторитаризма. И эта внутренняя опасность усугубляется еще внешней опасностью. И тут мы переходим к Украине. Я буквально почти цитирую, близко к тексту. Путинская Россия вторглась в Украину. Она на марше. И если кто-то Путин сеет хаос в Европе и в других частях мира. И если кто-то, это был, так сказать, реверанс в сторону, вернее, камень в сторону присутствующих там республиканцев, прежде всего маговцев, конечно. И если кто-то думает, что он остановится на Украине, то я вам говорю совершенно ответственно, этого не будет. Украина может его остановить и предотвратить мировую катастрофу, но ей нужно оружие. Поэтому я призываю здесь присутствующих, от которых зависит решение этого вопроса, незамедлительно поставить на голосование вопрос о помощи Украине. Я слушал это по телевизору, и я самым внимательным образом наблюдал за то, что называется body language в Америке, или телодвижение, мимика лица сидящего за Байденом спикером Палаты представителей Джонсоном, поскольку вот в том, что касается Украины, это в основном касалось его. Этот человек сидел
Но он был никем совершенно недавно, пока его не назначили. Именно поэтому, что он был никем, его сделали спикером по указанию Трампа. И он не знал, куда деваться. То есть он понимал, слушал, и когда слушал правильные речи, он кивал головой, потом он тут же вроде бы что-то у него щелкало в голове, он понимает, что вот эти кивки могут не понравиться Трампу или другим трампистам, и он тут же замирал. Потом, значит, он аплодировал, когда речь шла о том, что Путина нужно остановить, что нужно помогать Украине, что Америка не оставит Украину. Он аплодировал, потом как-то так с каждой следующей минуты его руки опускались, в конце концов они опустились ниже стола, и он аплодировал как-то там уже под столом. Короче говоря, вот если тогда наблюдать, не зная, что он скажет до следующий раз, до следующий день, можно было сделать вывод, что человек понял задачу, он понял, насколько драматическая ситуация сейчас в стране и в мире, и он выполнит свой человеческий, законодательный, государственный долг. Вот это то, что касается Украины. Ну, дальше надо сказать, что все были изумлены. То есть он размазывал, или, скажем так, если бы это был бокс, то тут такое впечатление было, что он загнал маговцев вместе с Трампом в угол и мочил их все 3 периода, или все 3 раунда, или сколько там их, 12 раундов. Он постоянно ссылался на, как он его называл, своего предшественника, и мочил его по всем пунктам. Маговцы в небольшом количестве пробовали там что-то выкрикивать. Пару раз кто-то выкрикнул «это ложь», но все остальные сидели мрачно, молча. Но когда речь заходила о Украине, как отмечают наблюдатели, присутствующие там, небольшая часть республиканцев вставала и аплодировала. Обращаем внимание, потому что вот говорят, что большинство республиканцев правильно понимают ситуацию, они за Украину. Может, они за Украину где-то в глубине души, но когда вот так на людях, и понимая, что Трамп смотрит это по телевизору и смотрят твои коллеги-маговцы, встать и зааплодировать, на это решились немногие. В целом, повторяю, речь была жесткой, напористой. Он бил на отмашь по всем абсолютно пунктам. И что интересно, значит, буквально в ходе этого выступления и сразу после него телекомпании замерили общественное мнение, как было общественное мнение до выступления и после. Так вот, значит, был поставлен вопрос, как вы считаете, эта администрация ведет страну в правильном направлении или не в правильном? И вот этот показатель взлетел на 17 пунктов. До этого он был 45 и взлетел до 62. Колоссально просто. Республиканцы ответили, как положено там, ответ другой партии. Выступила молодая сенатор. Первый раз ее выдвинули на эту должность не только как сенатора, как высказался один из старших сенаторов, ее выдвинули туда как домохозяйку, чтобы она типа от народа выступила. Не получилось от народа. Короче говоря, вот такая ситуация. И посмотрев на все это, знаете, вот откровенно говоря, то есть я таких разговоров в Америке, здесь ценят слово. Тут не привыкли использовать жесткие фразы и выражения. Все-таки есть такая политическая корректность. Тут мягкие формулировки в основном политики используют. Но когда стал сравнивать нынешнюю ситуацию внутри, это самая тяжелая ситуация после гражданской войны, а вовне это январь 1941 года, причем они объединяются. В январе 1941 года не было внутренней ситуации. То есть сейчас еще хуже получается. И вовне от всемирной катастрофы может спасти Украина, которой необходима срочная помощь. Тут просто разводишь руки. Байден сказал, мы Украину не оставим, и я ее не оставлю. Спикер аплодировал. В это время, демократы все встали, встретили овации. Меньшая часть республиканцев то же самое, но аплодировала. И вот я с нетерпением
ждал сегодняшнего утра. Сегодня с утра спикер пришел на работу, и к нему подошел один из журналистов, который, ну, он инсайдер фактически, один из самых осведомленных в том, что происходит на капиталистском холме. Задал ему несколько вопросов. Первое, вы помните, я вам об этом рассказывал, сегодня мы ожидали, что сторонники Украины, которым надоело возиться с этим Джонсоном, сегодня должны были выставить петицию о обхождении полномочий спикера, то есть поставить вопрос на голосование о помощи Украине без спикера. Для этого им нужно было набрать 218 голосов. И вот сегодня текст этой резолюции, для того, чтобы официально под ней подписались, должны были выставить сегодня. Итак, у него спрашивают, у спикера, как у нас, как вы относитесь к этой петиции? Потому что были разговоры, что он в душе-то он да. И судя по его физиономии, которого напоминала иногда блаженного Будду, знаете, так он глазки закатывал, щечки такие лоснящиеся, запотевшие очечки у него, ручки так молитвенно складывал, ну, как Будда в молодости примерно, юный Будда. Так вот, значит, были подозрения, что в душе-то он за Украину, и многие говорили, и вы, наверное, слышали эту мысль, но вот Трамп на него давит. И вот у него, то есть вот эта резолюция, петиция о обхождении и давала ему выход, возможность дать, значит, проголосовать за помощь Украине, а потом перед Трампом, если у него вызовет, там, как подать мне сюда Ляпкина-Тяпкина. Ну, вот ему приходит, говорит, ну, я ж не виноватый, это они сами без меня проголосовали. Но в ответ, как вы относитесь к этой петиции, сегодня утром он говорил, я не советую, я не разделяю эту идею. Я не думаю, что стоит нарушать естественный порядок работы Палаты представителей. Ну, естественно, потому что это, я вам рассказывал, это считается чрезвычайная мера, которая фактически позволяет обойти власть спикера, третьего человека в государстве. И я активно работаю против этого, сказал он. В общем, как отмечает после разговора со спикером этот журналист-инсайдер, намечается драка по поводу этой петиции. Будет борьба. То есть так просто это дело не пройдет. Дальше ему задают вопрос. А вот выступали председатели комитетов по иностранным делам, по делам вооруженных сил, по разведке. Это Маккол, Тернер, Роджерс. И все они говорили, что они, последним был Маккол, я его цитировал вам в предыдущих выпусках, которые говорили, они уверены, что это все пройдет, что спикер поставит вопрос на голосование. Теперь этот китайский болванчик говорит, я не давал им никаких гарантий, что этот законопроект будет поставлен на голосование. Я не знаю, откуда они это взяли, что я поставлю его на голосование. Я видел вчера вот эти высказывания, но это неправда. Я был на 100% сосредоточен на одобрении там, на других вопросах. Это вопросы о продлении или принятии бюджета страны на текущий финансовый год. Есть несколько групп, которые работают над разными вещами, но у меня не было времени заняться этим. То есть эти бездельники 2 недели сидели, взяли себе перерыв, каникулы себе делали, ни черта не сделали, естественно. И теперь у него, оказывается, на это времени не было. То есть это какой-то ужас. У меня не было ни минуты времени, чтобы уделить внимание этому вопросу, о котором, как говорил президент Байден накануне ночью, значит, это главный вопрос современности и, в общем-то, всего мира. И он аплодировал ему и так далее. Почему это произошло? Ну, можно только догадываться, потому что Трамп наблюдал за этим по телевизору. Там он, значит, Байден, как я говорил, называл Трампа моим предшественником. И там была прекрасная фраза, когда он сравнивал республиканскую партию прошлого, партию, значит, в частности, вот Рональда Рейгана. И он говорит, вы помните, был момент, когда президент, республиканец, президент Рейган призвал московского лидера Горбачева, господин Горбачев, разрушьте эту стену, имеется в виду Берлинскую стену. А сейчас
А сейчас кто мой предшественник, то есть прошлый президент Соединенных Штатов Америки, обращаясь к кремлевскому лидеру, говорит, что он ему посоветует к чертям собачьим делать все, что угодно с американским союзником в Европе, у которого нет денег для того, чтобы заплатить Трампу за оборону. И вот здесь, значит, демократы взрываются овациями, а республиканская фракция сидит понуро, опустив голову. Так вот, значит, Трамп за всем этим наблюдал, и у него была заминка с его этим самым сетью, социальной сетью, которую он назвал «Правда». Это же надо, правда Трампа. Ну и потом она восстановилась, и он обрушился. Он начал карикатуры, ну как маленький, как Али Гафрен, это ребенок замедленного развития в возрасте 77 лет. Начал рисовать картинки, карикатуры на Байдена, нос ему длинный прицепил там, или там голову свинячую и так далее. Ну, в общем, идиотизм какой-то. Вот. То есть, видимо, он тем всем, кто улыбался и аплодировал из республиканцев, прежде всего Джонсона, вставил фитиль, и после этого все изменилось. Короче говоря, вот такая ситуация. Но что-то там действительно меняется, потому что вот Fox News, вы знаете, что такое Fox News, они уж не особенно, они не трамписты, хотя там есть некоторые ведущие, которые, причем самые такие центровые Ханнити, допустим, вот, но в основном они как-то так отошли от дел. Мёрдок, владелец этого, он сейчас жуирует жизнью. В возрасте 93 лет он объявил о своей помолвке, собирается, значит, жениться на теще, на бывшей теще Абрамовича Елене Жуковой, которой 67 лет. А этому, значит, 93. Поэтому он как-то так, наверное, ослабил внимание и контроль за Fox News. Так вот, там выступил один, значит, аналитик, ну, серьезный человек, реально серьезный человек. Он является основателем и одним из руководителей компании Beacon Strategies. Это такая консультативная фирма, в основном по внешним политическим вопросам работает. В общем, серьезные ребята. Так вот, он выступил и сказал, что есть же замечательный план, который предложил Трамп, говорит этот аналитик. Значит, и Трамп этот в чем заключается? Что не надо давать помощь бесплатно, нужно сделать ее так, как сделал в свое время Рузвельт. То есть идея по поводу ленд-лиза. И он приписывает этого, что это, ну, может, знаете, может тонкий царедворец, вот этот аналитик, пытается, ну, как Штирлиц любил Шелленбергу, то есть если надо какую-то идею ему впаривать, он впаривал эту идею как идею самого Шелленберга. Так и этот, вернее, хотел, видимо, впарить Трампу идею, который Трамп однажды заявил действительно, что если уже и давать помощь, то надо давать ее не бесплатно, а в виде кредита. И вот это, значит, говорит, это же план, который предложил Трамп, хотя как план Трамп его не предлагал еще, повторяю. И он описывает, вы же помните, как было дело, когда, находясь в каком-то круизе по Карибскому морю, вот Рузвельта осенила идея для того, чтобы преодолеть сопротивление Конгресса, надо давать не бесплатно, а ленд-лиз. Ну и описывает, что такое ленд-лиз был. То есть за ленд-лиз, ну, во-первых, Великобритания расплачивалась, по-моему, до 2000 года, а кроме этого она отдала свои базы в Карибском море и в Западной Атлантике. Но он еще не упомянул, я вам об этом рассказывал, фактически Британия колонии свои отдала. Как это получилось? Потому что в обмен на ленд-лиз Британия сказала, что после войны она разрешит американцам напрямую торговать со своими колониями, прежде всего с Индией. А что это значит? После войны Британия в долгах, полуразрушенная, есть нечего, там, какие колонии, какие товары, какая торговля. А тут туда заходят американцы, то есть они полностью вытеснили Великобританию из колоний, прежде всего из Индии. Это все, это был крах Британской империи. И напомнил, что
Черчилль сравнил вот этот ленд-лиз Рузвельта, он назвал его это как шериф отбирает последние деньги у своего, то есть у совершенно безнадежного должника. Немного спрашивают, когда ленд-лиз будет. Вот я вам цитирую. Это сказал Черчилль по поводу ленд-лиза Рузвельта, что это как шериф отбирает последние деньги у безнадежного должника. Но, говорит, зато без ленд-лиза Великобритания никак не могла, значит, сопротивляться, ее бы вообще разбили, и не было бы Великобритании. Поэтому надо пользоваться моментом. Украина в такой ситуации. Давайте план Трампа. Ну, правда, там как? Трамп еще, когда он об этом высказывался, он говорил, ну, это не значит, во-первых, займ, это мы будем в долг, но без процентов. И может сложиться впечатление, ситуация, когда должник не сможет вернуть нам эти деньги, ну, тогда вернет что-нибудь другое. Главное, чтобы это не бесплатно было. Что-либо другое я вам перечислил, что дала Великобритания. Все свои базы отдала, где она имела в западном полушарии. Плюс фактически колония лишилась. Ну, вот так вот. Вот он подарок от Трампа. И повторяю опять-таки, то есть хорошо то, что пытается как-то впарить эту уже идею, выдав за идею Трампа. Это важно. Потому что если согласиться сейчас на требования Белого дома, предвыборная кампания, ну, сами понимаете. Значит, это позитивный момент. Но сомнительный такой момент заключается в том, что как такового плана Трампа по этому вопросу нет. Поэтому, значит, как обещал этот Джонсон, вот 8-го, сегодня последний день работы временной резолюции о финансировании. Причем от самых главных агентств, это Пентагона там и всех остальных силовых ведомств, и разведывательного сообщества и так далее. Вот сегодня должно это истечь в 12 часов ночи. И вот он обещал, мы решим этот вопрос, а потом приступим к Украине. Ну, пока они будут приступать к Украине, то есть Байден сказал, я не оставлю. То есть это такая фраза, отступать некуда. То есть тут ждать ему 2 года или 3 года, чтобы выполнить свое обещание, времени, как говорится, на раскачку нет. И вот сегодня, вернее, вчера просачивается информация о том, что Пентагон изыскивает возможность финансировать, проводить drawdown authority за счет американской армии. То есть уже выйдя, то есть вот эти 4,5 миллиарда долларов, которые у него оставались, это само собой, Еще, значит, нашли вариант брать оружие прямо из армии. Есть у них командование Европы и Африки, то есть это та американская армия, которая дислоцирована в Европе, но она работает также и на Африку. Вы представляете, какая-то мощь, какие деньги на нее тратятся. Так вот, решили залезть в ее бюджет. Ну и вот в той статье, которую я читал, речь шла о 200 миллионов долларов из финансирования Пентагона. И говорится о том, что этот вопрос только изучается, и что это будут финансирование взято из американской армии для оказания Украине немедленной военной помощи. Это, говорят, вроде бы Bloomberg написал. Но где-то недельку назад в одном из изданий, которое близко освещает Пентагон, я прочитал интересную заметку о том, что вот эта армия, командование американской армии в Европе и в Африке предъявило претензии к Конгрессу Соединенных Штатов Америки, которая заключается в том, что у них уже образовалась недостача в размере 2 миллиардов долларов, которые уже забраны у нее, то есть на такую сумму уже взято боеприпасов, вооружений, прежде всего боеприпасов, и переданы Украине. То есть, ну так, грубо говоря, дерибан американской армии в Европе уже идет. Будем надеяться, что Байдена не подвергнут за это импичменту. Великобритания, вы, наверное, об этом слышали, выразила свою готовность арестовать деньги Центрального банка России, которые находятся в ее распоряжении для передачи Украине.
Это независимость от того, что делает по этому поводу Евросоюз, о чем мы с вами обсуждали. То есть это еще один источник этих денег, и Соединенные Штаты – это третий источник. Евросоюз, Британия, Соединенные Штаты. Тут самое главное, пока эти, вот конкретно о каких суммах мы говорим, очень предварительные цифры. То есть до этого я слышал про Великобританию, вообще тишина до сих пор была. А что касается Соединенных Штатов, то я вам цитировал, я вам приводил цифру в $700 миллионов, якобы только такая сумма находится. Теперь, значит, сообщается, что нет. В Соединенных Штатах якобы вот этих денег находится 30-50 миллиардов, а это уже теплее, да? Это не 700 миллионов. И в Великобритании 25. То есть с точки зрения цифр, даже если там заортачится Европа, если это такие цифры у британцев, у американцев, причем американцы вообще кардинально предлагают вопрос решить. То есть забрать и все. То есть они считают, что остальные все вопросы решены. И чем дальше, тем более резко они это решают. Великобритания, она ближе к Европе, в том смысле, они начинают придумывать, да давайте какие-то синдицированные кредиты будем им давать, они там то ли выдадут, то ли не выдадут. Вообще вопрос, вот американцы говорят, что этот вопрос нужно решать просто. Арестовать, конфисковать и использовать на оказание помощи, прежде всего военной помощи Украине. Что дальше, значит, происходит? Ну, как я вам сказал, буквально сразу в результате выступления Байдена, можно считать это за рейтинг его популярности, его курса взлетел на 17%. А есть такой ПАК в Америке, их много. Это комитет политических действий при кандидатах на должности высокие или там партии, политических партий. И у каждого из кандидатов есть свой этот комитет политических действий, ПАК. И был он у Ники Хейли. Но теперь Ники Хейли, как вы знаете, она вышла из гонки. И вопрос, а что делать с ее избирателями? Куда? Все же ожидали, что она призовет, как все остальные, тот же Митч МакКоннелл, все они одобрили, поддержали, в конце концов, хоть и собачились до этого, поддержали Трампа. Ники этого не сделала. Она не призвала, не призвала своих избирателей голосовать в ноябре за Трампа. Она призвала Трампа приложить силы, чтобы убедить своих избирателей, ее избирателей, что он достоин поддержки. Вот так она хитро сформулировала сразу после того, когда объявляла о выходе из гонки. А теперь поступает сообщение, что ее ПАК официально переориентирован на работу с ее избирателями, которые проголосовали за нее, с тем, чтобы они голосовали в ноябре за Байдена. И это очень, господа, сильно, потому что последняя аналитика, статистика показывает, ну, во-первых, она забрала от Трампа, ну так, не менее 30% голосов республиканской партии. То есть все умеренные практически за Трампа не собираются голосовать. И большая их часть – это женщины, которые помогли Байдену выиграть в 2020 году. Теперь они же, судя по всему, собираются сделать это и в этом году. Вот эти все женщины, значит, из них примерно 85-90% на опросах после в ходе экзит-полов, они сообщили, что они не будут голосовать за Трампа. Вернее, как, там был поставлен вопрос, будете ли вы голосовать за другого кандидата от республиканской партии? Они сказали нет. То есть два варианта. То ли они остаются дома, это уже хорошо для Байдена. А если они еще за него проголосуют, это совсем шикарно. Так вот, теперь политический комитет политических действий Хейли и его весь аппарат и доноры будут работать над тем, чтобы привлечь ее электорат, ее сторонников на сторону Байдена. И это очень сильно. То есть вот это ЭКО, или как они называются, IVF, экстракорпоральное оплодотворение. Кстати, очень известная клиника
по этому поводу. Не знаю, есть или нет, но должна быть. Была, во всяком случае, до войны в Киеве с участием, то есть ноги растут из Израиля. И украинские специалисты считаются очень большими доками в этом деле. И эта клиника качеством своей работы, а также тем, что в других странах Запада, в многих, вот эти все дела считались, ну, скажем так, не поощрялись. В силу вот того же так называемого христианского национализма, так называемого консерватизма, как в Соединенных Штатах Америки. То есть были затруднения. Поэтому в эту клинику ехали со всех стран Запада. Не знаю, как дело сейчас обстояло. Так вот, вот это эко может сыграть трагическую роль. Одно эко. Трагическую роль в судьбе избирательной кампании Трампа. Ну и, наконец, сегодня же встречается вновь нашедшие себя два дружбана – Трамп и Орбан. У них отношения, ну, почти очень похожие отношения Трампа и Путина, по которым прошелся очень жестко, потоптался ногами вчера Байден. Орбан, глава государства, почему-то, то есть не Трамп к нему приехал, как по идее, как частный человек, а Орбан пожалуй в поместье Трампа. По этому поводу, значит, я прочитал интервью одного из советников Трампа по внешнеполитическим вопросам, который многие годы в качестве американского корреспондента, журналиста проработал в Венгрии, считается одним из главных специалистов в этой области. Ему было задано несколько вопросов, вот я вам сейчас объясню, что с точки зрения этого советника связывает этих двух людей, что можно от них ожидать. Ну, во-первых, оба склонны к авторитаризму. Орбан сидит там уже 4, по-моему, срока и так далее. И почему он сидит? Как ему это удается? Значит, две вещи. Первое – это пропаганда. Вот он говорил в одном из интервью, что вот такие программы, как Такер Карлсон в Америке, это когда Карлсон был здесь в CNN, они должны работать у нас в Венгрии 24/7. Ну, это вот, как появляется телемарафон, вот это оно, то, что надо для узурпации власти, первое. И в этой связи он так, как бы так намекнул с улыбкой, этот журналист, что если Трамп станет президентом, наблюдайте, что будет происходить со средствами массовой информации, потому что вот тот же Путин, допустим, он начал его путь к авторитаризму начался с удушения НТВ, который до этого считалось там очагом демократии и свободомыслия в стране. То есть пропаганда. Второе – это перекраивание избирательных округов. Третье – это политическая подковерная борьба с оппозицией, соперниками. Сюда вход говорит, что да, Орбан и его спецслужбы работали против политических противников Орбана. То есть вот это он считает, он практически откровенно говорит, что вот это близко, что может сближать двух людей. Имею в виду, что если Трамп придет, то может так случиться, что он будет не 2 срока сидеть, а 4. Вернее, не 1 срок, один уже отработал, и 4. Не дай бог, конечно. Дальше. Обоих их сближает страсть к Путину. Ну, правда, такая нечеловеческая уже, трудно объяснимая. Вернее, она объяснима, и думаю, что главное объяснение – это наличие компромата в Москве на того и на другого. Я напомню, что по Орбану работал Могилевич. Его организация была мощнейшая, когда он там находился, штаб-квартира в Будапеште. И сила ее такова была, что он мог… То есть вот службы безопасности Венгрии готовили в полной тайне операцию по захвату там, Могилевича и его людей в каком-то месте. И Могилевич получал об этом сигналы самого высокого уровня этой же службы безопасности, поэтому ничего не получалось. То есть там прямо на высшем уровне шли вербовки, компромат там и так далее. Что их разъединяет? Разные отношения к Китаю. У Трампа пока
пока отношения вроде не ахти. После того, как китайцы перестали ему платить деньги за помещение в отеле «Трамп» в Китае в то время, когда он был президентом. А Орбан, наоборот, он втягивает свою орбиту, вернее, он втягивается в орбиту Китая, там электромобили будут производиться в Китае, батарейки там и так далее. Вот, но, значит, что он не сказал, с моей точки зрения, надо бы добавить. Думаю, главное, что их связывает, это ось, выстраивается ось. Трамп, вернее, они постараются в случае избрания Трампа это сделать, выстроить ось. Трамп, Путин, между ними это будет в Европе, это будет как троянский конь, будет Орбан, ну и дальше там, я не знаю, Китай войдет в это или не войдет. Вопрос с Трампом для Китая решить очень просто, учитывая его финансовое сейчас состояние. Помните, я вам рассказывал в одном из последних видео, что он пришел с протянутой рукой к Маску. Но Маск человек непростой. Не зря говорят, что подвержен принятию сильных препаратов, воздействующих на головной мозг и делающих его непредсказуемым. Так вот, буквально на следующий день после этой встречи он фактически отказал Трампу, по крайней мере, на настоящий момент, в финансировании. А вот Китай этот вопрос решит расплюнуть. Да и Путину, собственно говоря. Вот что, дорогие друзья, я хотел бы вам рассказать сегодня. Надеюсь, не очень вас утомил. В завершение. Верю, то есть в предвыборной кампании такими словами, фразами, которые вчера сделал Байден, не бросаются, потому что его за это спросят еще до окончания предвыборной кампании. Ему нужно выполнить эти обещания, чтобы иметь шанс на избрание. А главное для меня это было, он сказал, мы не уйдем от Украины, мы не бросим, мы с Украиной. И зал взорвался овациями, большая часть, как я вам сказал, демократы, и при этом они кричали 4 еще года, имею в виду переизбрание Байдена. Вот, так что будем надеяться, все больше появляется информация, что деньги находятся и оружие находится из самых неожиданных источников. Так что надеемся на лучшее. Основания для этого есть. Поэтому, как всегда, дорогие друзья, слава Украине и вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами, а вам, как всегда, выдержки, мужества и веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!